Добро пожаловать на канал. Слишком много задач Гарвардского университета появилось на YouTube. Но данная задача типично гарвардская, так что можно поверить автору видео. Уравнение я упростил, надеюсь ложится 3 минуты. Посмотрим, удастся ли мне это, а пока предлагаю подумать над решением. Применим метод, который довольно часто используется для уравнения с корнями одинаковой степени, а именно обозначим первый корень через u, второй через v. Тогда заданное уравнение можно записать как u минус v равно единице. Кроме того, u и v не отрицательны, как арифметический корень нечетной степени. При этом u в четвертой степени есть x плюс 32, а v в четвертой x минус 33. При вычитании с первого уравнения второе x сокращается и остается в правой части просто 65. Итак, получили систему двух уравнений относительно двух неизвестных u и v, не содержащих радикалов, решив которую найдем заветное значение x. Попробуйте это сделать самостоятельно. Разность четвертой степени по совместительству является разностью квадратов. А теперь у нас неприкрытая разность квадратов. Множитель u минус v равный единице можно проигнорировать. А кроме того, из первого уравнения системы следует, что u равно v плюс единица. Так заменим в оставшихся двух множителях u на v плюс 1. При упрощении сомножителей во втором придется возводить квадрат, но это не проблема. Куда неприятнее перемножать многочлены, что, однако, вполне в гарвардском стиле. Итак, умножаем второй сомножитель на 2v, а затем его же на единицу. Приводим подобные члены и вспоминаем, что начиналось все это с u в четвертой минус v в четвертой, то есть 65. Это означает, что предстоит решить вот такое кубическое уравнение. Очистим экран от всего лишнего. Перенесем 65 в левую часть со знаком минус, перейдем подобные, после чего обе части уравнения можно разделить на 2. И теперь очень любопытно узнать, обладает многочлен p от v в левой части уравнения целым корнем. Такой корень должен быть делителем свободного члена, то есть степенью 2 с плюсом или минусом. p от единицы отрицательная, p от минус единицы тем более, учитывая положительные коэффициенты. А что нам даст p от 2? 0. Итак, один корень у нас есть, v равно 2, u на единицу больше. Оба значения положительны, и если других бесчисленных корней не окажется, есть шанс уложиться в 3 минуты. Делим p от v на v минус 2, что можно, например, по схеме Горнера. Получили в частном 2v квадрат плюс 7v плюс 16, а в остатке, конечно, 0. При этом дискриминант частного отрицателен. Осталось лишь найти x из значений u или v. Оба равенства дают ответ 49, который можно было просто угадать, сославшись на монотонность левой части. И это все.